Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда. Рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня покажу вам, как вяжется вот такой ажурный наборный край. Он идеально подойдет для вязания летних изделий. Возможно, даже на межсезонье что-нибудь, если вы вяжете из тоненькой пряжи, будет очень хорошо смотреться. Даже если вы вяжете не снизу вверх, да, а вяжете сверху вниз, то таким наборным краем можно связать горловину вашего изделия, и тоже будет смотреться очень эффектно. Так, давайте же посмотрим, как он вяжется. В самом начале работы мы берем нить и складываем ее в 3 сложения. Вот таким образом 2 сложения сделали и делаем третье. У нас получается вот такая вот конструкция. Так, теперь мы берем спицу и делаем первую петельку. Вот она у нас получается, одинарная ниточка как бы между двух. Получается в такой петельке, да, мы ее подхватываем спицей и делаем первую нашу петлю. Так, сделали. Далее располагаем нити следующим образом, как при обычном наборе петель при помощи метода длинный хвост. Вот так. Первую петлю мы провязываем следующим образом. Поддеваем нить, спицу, нить вот здесь, да, с этой стороны указатель большого пальца. Выводим петлю с одинарной нитью, провязали, сделали одну петлю. Далее мы меняем расположение нашего большого пальца. Если изначально он у нас расположен как при наборе методом длинный хвост, теперь мы его меняем вот таким вот образом, чтобы у нас нить получилась, шла изнутри. Следующую петлю мы делаем следующим образом. Подводим спицу изнутри уже и захватываем одинарную нить уже внутри. Вот так сделали. Далее обратно возвращаем нить на указательный палец, как при классическом наборе методом длинный хвост. Делаем петельку. Сделали. И обратно меняем наш палец, чтобы нить на пальце на указательном шла изнутри. Делаем петельку следующим образом. В спицу ввели внутрь и захватываем одинарную нашу ниточку. Вот таким вот образом сделали. И так набираем нужное количество вам, петель, которая нужна вам для конкретного изделия, меняя периодически направление нити. Последнюю петлю в наборе, да, в данном случае, когда вы набираете на спиц, должна у вас быть набрана обычным способом с данной стороны большого вашего пальца. Делаем такую как бы одинарную петлю. Закончили наш набор, разворачиваем на противоположную обратную сторону, можно считать ее изнаночной, и уже отпускаем наш хвостик с несколькими нитями и будем работать с вами одной вот этой ниточкой. Так. И данный ряд провязываем следующим образом. Первую петельку мы снимаем как кромочную. Сняли. Делаем один накид. Здесь, смотрите, у нас образовались такая как бы парная петля. Вот, видно, да? Мы ее провязываем 2 петли вместе одной лицевой. Провязали. Далее делаем обратно один накид, провязываем 2 петельки вместе одной лицевой. Один накид, 2 петли вместе одной лицевой. И так провязываем до конца нашего ряда. Данный ряд мы провязываем полностью лицевыми петлями.
Первую кромочную мы снимаем и вяжем лицевыми петельками полностью весь наш ряд, включая накиды. Последнюю кромочную петлю, как и в каждом последующем ряду, мы ее провяжем изнаночными петлями. Вяжем этот ряд до конца. Довязали наш ряд до конца, разворачиваем на обратную сторону и провязываем еще один ряд лицевыми петлями. Первую кромочную мы снимаем, провязываем ряд лицевыми петлями до конца. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Довязали еще один ряд лицевыми петлями и разворачиваем на обратную сторону. Далее вы можете продолжать любым узором, который нужен вам, либо же лицевой гладью на ваше усмотрение и в зависимости от изделия, которое вы вяжете. На сегодня у меня все. Надеюсь, было для вас полезно. Спасибо за внимание и пока.